Влюбитесь в какого-нибудь художника. Пожалуйста, перестаньте лепить YN на своих человечков. Это становится самым сложным испытанием не заржать. Можете называть меня незрелым, расистом, кем угодно. Хватит обводить фотки со своими руками. Картинки, нарисованные по фото, являются оригинальными работами. Твой рисунок выглядит хорошо, пока ты его не флипнул. Привет, я Мила. Сегодня мы поговорим на тему арт-трендов, какие ролики популярны в ТикТоке в данный момент и какие темы не теряют актуальность годами. На фоне спидпейнт с персонажем из моего вебтуна. На эту картинку можно взглянуть у меня в телеге, ссылка в закрепе. Также там можно найти черновики сцен с ней, пару эпизодов комикса. Третий я сейчас рисую и выкладываю по мере готовности полосок. Кроме этого, там есть и другие мои работы, полноценные скетчи, сценарные черновики и так далее. И первый тренд, который сейчас вирусится, называется «Художник арт-инструменты». Суть тренда такая. Нужно показать свое фото, свои рисунки и инструменты, которыми вы их создаете. Ваш планшет, карандаши, масло, все что угодно в общем. В прошлом году, кажется, или когда? 2 года назад? 3? Был похожий тренд в инсте, где делали коллаж из работ, а в центр помещали свое фото. И вот это что-то похожее, на мой взгляд, только с добавлением еще и того, на чем рисуешь. А этот ролик вряд ли можно отнести к тренду, но он очень популярный, собрал меньше чем за 2 недели, уже почти 1 миллион лайков и напомнил мне старый тренд с Миядзаки, типа то, как художник выглядит и то, что он рисует. Вообще это не только мне в голову пришло, в комментариях к этому ролику тоже про это упоминали. У этого видео, на мой взгляд, тоже есть потенциал стать трендом, но я, к сожалению, других роликов не нашла. По звуку тоже проверяла, но ничего не заметила. Может быть, не все пролистала, или они пока еще не набрали своих лайков, не знаю. Так как название и хэштегов тренду не дали, то сложно сказать. Вот вам просьба. Когда создаете свой тренд, то придумывайте для него хэштег и название, чтобы его можно было хотя бы найти. Как я поняла, идея этого конкретного тренда в том, что парочка художников берет какую-то определенную позу и рисует друг друга в своем стиле, а после меняет части на каждом арте. В этом ролике это делали парень и девушка, но думаю, можно и с друзьями-художниками такое проворачивать, если они есть, конечно. На это явно больше шансов, чем оказаться еще и в отношениях с художником или художницей. И вот еще один ролик, который набирает популярность, в нем просят поделиться советом, который был самый полезный для роста скилла. Я принесла вам самые популярные советы, которые нашла под этим видео. Не приближайте холст слишком сильно. Я бы еще от себя добавила на первых этапах, но по мере завершения рендера картинку все равно придется постепенно приближать, чтобы рисовать более мелкие детали. Но помогло мне отучиться от частого приближения и отдаления запись спидпейнтов. После того, как я увидела, что при таком рисовании ничего не понятно, при увеличении скорости... Что это такое? Пришлось научиться себя контролировать, а со временем это просто стало какой-то привычкой, что ли. Конечно, если работа более 50 часов, то это все равно неизбежно, в смысле вот эта вот мельтешня вся. Если включать все без вырезок, но работы, которые по часа где-то 2 или 5, в принципе, хорошо выглядят на спидпейнте, даже если их сжать до секунд 50. Не делайте вид, что знаете все. Отличный совет, на мой взгляд. Чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь. Именно по этой причине не стоит бегать под картинки художников, которые вам не понравились, чтобы написать, как им исправить крив да грязь. Потому что такие советы часто очень плохие. Вообще советы, о которых не просили, не стоят того, чтобы на них внимание обращали. Но этот совет подходит и самим художникам, когда думаешь, что знаешь все, просто перестаешь расти, и это тупик. Если хотите лучше видеть формы и тональные отношения, прищуривайтесь.
Совет хороший, но не для тех, кто переживает о морщинах. Для тех, кто не хочет получить себе гусиные лапки раньше времени, можете использовать фильтры в фотошопе для такой проверки. Или просто очень сильно отдалять картинку, тогда детали будут размываться, и вы увидите то же самое, что и с прищуренными глазами. Если столкнулись с творческим кризисом, просто немного отдохните. Поверьте, вы не потеряете свои навыки. Наоборот, когда снова будете готовы рисовать, сможете заметить, что стали еще лучше. Не зацикливайтесь пока на поиске собственного стиля. Сначала освойте основы, а стиль придет сам. Делайте перерывы, поверьте мне. И напоследок не самый популярный совет, но все-таки 100 человек с ним согласны, и он меня смешил, по правде говоря. Влюбитесь в какого-нибудь художника, а потом попытайтесь привлечь его внимание своим творчеством. Может закончиться не лучшим образом, зато получите мощную арку саморазвития и станете рисовать гораздо лучше. В этот комментарий вплели шутку с термином Self-Improvement Arc, арка саморазвития, то есть период, когда персонаж становится сильнее после какого-то эмоционального потрясения. Я так понимаю, что речь тут не о художнике, по работам которого вы фанатеете, а просто какой-либо рандомный художник, который кажется вам привлекательным. Ну что ж, предложение интересное, пользоваться я им, конечно же, не буду. Но если отбросить шутки, то я бы не советовала такое проворачивать на полном серьезе, хотя смотря как привлекать внимание, конечно. Если, например, рисовать персонажей этого художника, отмечать его, участвовать в его ивентах, быть активным, то это, скорее всего, будет ему приятно. Не берусь говорить за каждого, все люди разные, но меня бы, наверное, это растрогало. А вот если просто слать в ЛС свои картинки или отмечать его на своих рандомных работах, то это уже немножко криповенько и ощущается как вторжение в личное пространство. Так что, если вас этот совет вдохновил, то будьте осторожны, чтобы не навредить ни себе, ни другому человеку. И вот у нас тренд, который проходит под фразой «художники, хватит». Он уже длится несколько лет, и ролики до сих пор по нему выкладываются. В первом видео нас просят прекратить рисовать мужчинам подводку. Абсолютно согласна с автором ролика, не прекратим. Еще чего, мы просто возвращаем все на свои места. Надо еще как-то каблуки мужчинам сбагрить. А тут нас просят прекратить писать на лбу персонажей «ты» и. Сейчас расскажу, из-за чего вообще возмущение, хотя автору ролика уже там напихали в панамку. Итак, сначала текст. Художники, пожалуйста, перестаньте лепить YN на своих человечков. Каждый раз, когда я вижу этого миленького человечка с ротиком в виде бобового зернышка и огромными буквами YN прямо на лбу, это становится самым сложным испытанием не заржать. Каждый раз. Можете называть меня незрелым, расистом, кем угодно, но вы прекрасно знаете, что означает эта аббревиатура. И когда вы сочетаете ее с этим тамблеровским юмором, получается какое-то зло. Настоящее, мать его, зло. Потому что у меня в голове каждый раз возникает образ, как Кин Вон пытается быть весь такой миленький, пусенько и няшный. Вы, черт возьми, прекрасно понимаете, что делаете. Вы мне отвратительны. Итак, суть этого спича. Сейчас в обиход начал входить термин YN без перекладинки-слэш, который значит не твое имя, а юный чернокожий человек, но название в грубой и оскорбительной форме, слово на букву N. И вот об этом и есть вся речь этого человека. Чем оказались недовольны люди в комментариях? Художники испокон веков использовали эту аббревиатуру и теперь с какой-то стати должны отказываться от нее, потому что, видите ли, в сленге стала закрепляться какая-то дичь, которая теперь вызывает странные ассоциации у некоторых людей. И разумеется, что среди этих людей нет самих художников, и у нас это ассоциируется только с твое имя,
Чернокожие художники там тоже высказались в эту же пользу. Мне тоже предъява кажется странной. Для меня это что-то на уровне увидел девушку в купальнике, поднялась палатка на час дня, но виновата в этом почему-то девушка. Как там в Библии.ком. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Вот так. Нормально там Матфей зачесал, да? Я такая верующая, когда мне это выгодно. Не относитесь к этому всерьез, какой тейк, такой и аргумент. Суть для человека из ролика вообще та же самая. Ему нужно себя тогда стыдиться за эти мысли, а не стыдить художников, которые имели в виду абсолютно другое. А вот тут нас просят перестать рисовать в 3/4. Точнее, это уже ответ на эту просьбу. Художница сообщает, что не прекратит этого делать. А вы в каких ракурсах чаще всего рисуете? Может, постоянно что-то новое пытаетесь искать? Или предпочитаете выбирать те, которые уже исследованы и неплохо получаются? Можете рассказать про это в комментариях. Художники, хватит обводить фотки со своими руками. Это уже старый ролик в этом тренде, но он мне показался Чего ты кричишь? Паучка. Это уже старый ролик в этом тренде, но он мне показался забавным. А вы обводите свои руки? Штука в том, что я постоянно фоткаю руки, ноги, но ни разу не обводила их, просто использую как рефы. У меня еще такой прикол, что у женщин, которым я уделила много времени в артах, у всех мои руки в большей или меньшей степени, чаще в большей. И это, пожалуй, очень смешно, потому что они одинаковые у всех. Хотя на арте, который на фоне, не мои руки, вообще ничьи. Я не особо заморачивалась с ними и не планировала рендерить, но если бы рендерила картинку тщательно, то точно бы сфоткала свои. Этот ролик я не буду переводить дословно, скажу общую суть. Художник отвечает на тейк «Прекратите использовать референсы». Основная его мысль, что референсы — это не читерство. Картинки, нарисованные по фото, являются оригинальными работами. Комментарии здесь разделились на «за» и «против» относительно второй части его мысли. Я тоже не совсем согласна с ней. Да, я не считаю читерством использование рефов, но нет, картинки, которые полностью повторяют фото, не являются оригинальной работой художника. Они будут таковой являться, если фото сделал сам художник, тогда да, идея, композа, свет, все принадлежит ему. Но если это чужое фото, это называется стадиком, а не оригинальным артом. Если я срисую арт известного художника, он от этого моим не станет, так чем фотки отличаются от этого? А вот этот ролик прям реально огонь. Меня, в принципе, очень часто веселит, когда делают что-то типа такого, а-ля «хватит рисовать так, рисуй этак». Ага, уже бегу и волосы назад. Но тут меня рассмешил даже не сам ролик, а комментарий под ним. Вот этот. Это ведь буквально так нами предлагают сделать. Оба варианта рисования огня возможны, но почему-то нам говорят, чтобы мы прекратили рисовать один из них. И спустя пару роликов мне попался и сам человек с этого стикера. Похоже, он тоже в этой тусовке переучаторов, и это действительно художник-крутан. Но с его крестиком я не согласна. Все, что он нарисовал, выглядит просто в разных стилях и вполне может существовать. В комментариях, собственно, начали смеяться над этим. И последний ролик в этом тренде, который я сохранила. В нем нас просят перестать говорить бесплатные коммишены, потому что они не бывают бесплатными. Коммишен — это буквально заказ за деньги, а бесплатный рисунок — это request. И немного от себя добавлю, как это звучит на английском примерно, и почему человеку захотелось сказать об этом. Free commission все равно, что сказать бесплатный платный заказ. Следующий тренд под названием «Представь что». И первое видео «Представь, что ты диджитал-художник, который пытается в традицию...» Мефодий, хватит вылизываться. Если у меня будет где-то слышно на заднем фоне, как кто-то чмокает, это никто у меня там сзади не сосется, это кот себе пузо лижет. Представь, что ты диджитал-художник, который пытается в традиционный арт. И следующий кадр. Представь, что ты традиционный художник, который пробует диджитал в первый раз. Вообще, мне кажется, что это не слишком далеко от истины. Не в плане, что сразу с разбегу после диджитал можно создать шедевр в традишке, а в плане понимания, например, цвета. То, как смешиваются цвета в традишке и диджитал, это просто вообще небо и земля. RGB смешивание обычно дает
более нейтральные, такие сероватые оттенки, а в традиционном рисовании они более теплые и землистые такие. И там, где диджитал-художнику часто приходится самому учитывать, какой промежуточный оттенок должен появиться между цветами, в традиционной живописи этот переход зачастую возникает сам, когда пигменты смешиваются. Понятно, что везде есть свои нюансы и трудности, но когда первый раз ныряешь именно в смешивание пигментов, то охреневаешь, как волшебно это происходит в традишке. И я представляю, какой шок в первый раз испытывают традишники, когда вся магия цвета испарилась, но зато есть кнопка отмены и много слоев. Не совсем то, на что хочется променять цвет, да? Так что приходится разбираться в режимах наложения, специальных алгоритмах смешивания или просто запоминать, какие промежуточные оттенки лучше добавить вручную, чтобы добиться того же ощущения естественного смешивания, которое в традишке часто возникает само собой. И снова ролик в тему рефов для артов, но уже про семейные сцены для эпичных сюжетов. Что скрывается за каждым успешным художником? А вы уже завели себе кого-то, чтобы у вас был дополнительный человек для парных референсов? Если нет, то надо заводить. Часики-то тикают, а фоточки сами собой не появляются. Дал Бог партнера, даст и скилл. Представь, что ты художник в магазине. No. 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 Я не традишник, поэтому не шарю, что происходит, так что вопрос к вам. Это реально так? Представь, что ты хороший художник для своего возраста, но в тебе огромное количество зависти. Если это для кого-то жиза про зависть, то вот у меня ролик есть про нее. Можете посмотреть. А если кратко, то, на мой взгляд, нужно пытаться зависть использовать как топливо, которое вас питает, а не кислоту, которая разрушает. Завидуете чему-то скиллу, изучите этого художника вдоль и поперек. Поделайте в тайне и в стол стадики на его работы, если чувствуете злость, что он такой крутой козлина, ангелами поцелованный. Как минимум вы вырастете в скилле и разберетесь во многих фишках, которые использует этот художник. Либо изобретете свои, когда будете пытаться повторить его арты. Главное, на мой взгляд, не закапывать себя под табличкой «мне никогда таким не стать». Съешьте виновника и обретите его силу. А вот это прям база, базюлечка, особенно с прическами, красными глазами и спиной. Иногда перед сном на себя без слез не взглянешь. Вайбы в зеркале бездомной и городской сумасшедшей. С этого ролика я аж хрюкнула от смеха. Каждый диджитал-художник буквально без всякой причины. У меня тоже иногда так бывает, после чего я задумываюсь, зачем я вообще это только что сделала. Отличие лишь в том, что я зумлю, а не кручу холст. Холст, кстати, вообще никогда не кручу. Возможно, скажу себе спасибо, когда закажу материалы для традиционного рисования. Вот такие планы есть. Буду потом показывать вам свои каракули и просить похвалы. Ой, нет. Похвалы. Просить похвалы. Похвалы. Похвалу не надо, я не очень сладкое люблю. Надо похвалу. Блин, какое слово странное. Infrastructure significantly statistics United States. Твой рисунок выглядит хорошо, пока ты его не флипнул. Да, было. Потом исправила, флипнула назад и стало еще хуже. Да-да, знакома с этой черной магией. И напоследок вот такой рисовательный тренд июня, который, кстати, возможно, актуален до сих пор, не знаю. Суть тренда – нарисовать своего персонажа в стиле вот этого предоставленного фото. Так что если он, тренд этот, вам по вкусу и вы хотите поучаствовать, то вперед, выглядит довольно интересно, на мой взгляд. На этом все. Если появится что-то новое, постараюсь принести. Делитесь в комментариях своими любимыми трендами или мечтами о трендах, которые вы бы хотели увидеть. Если у вас есть какие-то предложения, чтобы вы хотели послушать еще,
то с радостью их выслушаю. А если нет, то можете черкнуть пару строк для поддержки или чтобы высказать мнение по нашей теме. И спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал и не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть ролики, которые вы считаете жизой, заставляют вас смеяться, а не грустить. Па-па! Get away from the light.